Мальчик по имени Том – особенный ребенок. С самого детства собаки были его самой большой страстью. Это стало очевидно, когда ему было всего 2 года. Он мог притворяться собакой целыми днями. Он часто рычал и лаял, а иногда передвигался по дому на четвереньках. Когда он был на улице, каждая собака, с которой он сталкивался, привлекала его внимание, и он хотел поиграть с каждой из них. Вскоре стало ясно, что в их доме обязательно появится щенок. И вот что в конце концов произошло. Его родители привезли собаку по кличке Лин. Том был на 7-м небе от счастья. Этот маленький мальчик тихо сидел на тротуаре посреди улицы, когда внезапно на него наткнулся огромный пес. Он был немного удивлен и начал кричать так громко, как только мог. Что могло быть причиной его крика и удивления? К сожалению, их дружба быстро закончилась. На записи камер видеонаблюдения видно, как их собака несколько раз обошла вокруг дома, а затем направилась в лес. Все потому, что Лин внезапно куда-то потерялась. Что могло случиться с их любимым питомцем? Сердце маленького Тома было разбито, и мальчик был в отчаянии. Родители случайно оставили кухонное окно открытым, и Лин, вероятно, запрыгнула на стол, а затем выбежала через него. Окно было достаточно высоко, чтобы щенок не смог забраться обратно внутрь. Искать Лин было все равно, что искать иголку в стоге сена, но они все равно решили попытаться. Родители Тома попытались выяснить, каковы были шансы Лин вернуться домой самостоятельно. Это, конечно, не могло быть сделано через окно, так как оно находилось в 1,5 футах от земли. Это слишком много для такой молодой собаки, поэтому они решили оставить заднюю дверь открытой на весь день и всю ночь. Но прошло 5 дней, и от Линна по-прежнему не было никаких вестей. По щекам мальчика текли не только слезы, его родители тоже были опечалены. Лес за их домом простирался более чем на 50 миль. Но когда они услышали ответ Тома, на их глаза навернулись слезы. Вместе со своими соседями они искали его больше месяца. Но Лин исчезла. Постепенно они все начали осознавать, что, вероятно, больше никогда ее не увидят. Смирившимся родителям пришлось сообщить своему сыну печальную новость. «Дорогие мама и папа, мы искали повсюду, но не смогли найти Лин. Нам очень жаль, и мы надеемся, что вы простите нас, и, если хотите, вы можете выбрать себе нового щенка в зоомагазине или приюте». Родители знали, что их сын будет безутешен, но они не ожидали ничего подобного. Том и слышать не хотел о новом щенке. Он сказал, что больше никогда не захочет заводить собаку, потому что ни одна собака не заменит ему Лин. По его словам, он, вероятно, скучал бы по другому щенку, если бы тот тоже пропал. Плач Тома продолжался более 10 минут. Они могли сделать только одно. Том уже не был прежним мальчиком. Он заперся в своей комнате и полностью отрезался от внешнего мира. Казалось, он утратил свою любовь к собакам. Его родители надеялись, что это просто период, который быстро пройдет, но это было далеко от реальности. Со временем стало только хуже. Последствия начали проявляться в школе. Том не хотел ходить на занятия. Он часто грубил учителям и немного осложнял жизнь одноклассникам. Из счастливого улыбчивого мальчика Том превратился в раздражающего хулигана. Когда его выгнали из класса в 4-й раз на этой неделе и его родителям пришлось обратиться к директору, это было уже слишком. Том был хулиганом, поэтому его пришлось перевести на домашнее обучение. Том остался дома и с тех пор занимается дома. Он был слишком агрессивным в классе, и учителя беспокоились, что он не только мешает другим, но и влияет на его будущее.
У ребенка, у которого нет друзей, могут возникнуть проблемы во взрослой жизни, сказала его учительница. Тому лучше находиться в безопасной домашней обстановке. Надеюсь, знакомая обстановка изменит его поведение, и он сможет быстро вернуться в школу. Но пребывание дома не сильно помогло. Мать мальчика была на грани нервного срыва. Однажды дождливым днем она увидела, что он смотрит в окно. Затем к нему пришел человек, которого он никак не ожидал увидеть. «Я так сильно скучаю по Лин», — подумал он. «Интересно, все ли с ней в порядке?» Прошло 2 года с тех пор, как сбежала его любимая собака, но отчаяние Тома было таким же сильным, как и в тот день, когда это случилось. Его родители надеялись, что время залечит их раны, но теперь было ясно, что этого не произошло. Мать мальчика попыталась сочинить приятную и оптимистичную историю, чтобы утешить его, но даже в этом не было особого смысла. Том вышел из дома, опустив голову, и сел на бордюр. У нее был для него еще один сюрприз. Огромная коричневая собака пересекла улицу и остановилась перед плачущим мальчиком. Животное дважды гавкнуло и, высунув язык, посмотрело на Тома. Только через несколько минут он рассмотрел его более внимательно. Стеклянные глаза четвероногого гиганта напомнили ему о том, как они обнимались у камина и бегали между разбрызгивателями на заднем дворе. Он очень хорошо знал этого пса. Это была Лин. Том подбежал к своей подруге и крепко обнял ее за шею. Лин лизнула его в щеку, а затем направилась к опушке леса. И тут произошло еще одно маленькое чудо. Том побежал за Лин и вошел в лес. На мгновение он потерял ее из виду, но, к счастью, вскоре услышал лай своей подруги и, наконец, увидел ее. Лин выросла, стала взрослой собакой и стала матерью. В канаве между их двором и лесом лежали 3 пушистых милых маленьких щенка. Том забрал Лин и ее отпрысков домой и позвонил своим родителям. Они тоже были очень рады найти Лин и, конечно же, решили усыновить маленьких собачек. Собака и человек всегда были лучшими друзьями, и Том с Лин тоже. Том полностью выздоровел. Он и его подруга Лин снова стали лучшими друзьями, и все негативные чувства исчезли. Он стал таким же улыбчивым мальчиком, как и раньше. Через несколько недель ему разрешили вернуться в школу. Теперь у нее там все отлично. Он получает хорошие оценки, и у него есть небольшая группа близких друзей. Они навещают его почти каждый день. Конечно, они хотят видеть Тома, но в то же время им всем хочется поиграть с Лин и ее щенками.